Дело в том, что тюрьма устроена как парк развлечений, и все в городе прожили там достаточно долго, чтобы захотеть съездить в сельскую местность. Но Ганта, который вырос в деревне, совсем не хочет туда возвращаться. Затем приходит их близкий друг и жалуется Ганта, что тот вчера его подвел. В общем, Ганта не стал его ждать, потому что парень проспал. Но друзей это не особо волнует, главное, что они вместе. Когда звенит звонок, они возвращаются на свои места. Но вдруг Ганта слышит пение, и в окно влетает очень опасный человек. Он влетает в класс на третьем этаже и начинает атаку, проносясь по комнате. Ганта теряет сознание, а когда приходит в себя, то видит, что все вокруг залито кровью. Он замечает Мими и пытается спросить ее о чем-то, но понимает, что у нее в руках отрубленная голова. Нападавший замечает Ганта, подходит к нему и наносит удар в грудь. Когда Ганта приходит в себя, он оказывается в больнице. Приезжает полиция и обвиняет его в убийстве 29 студентов. Ганта в полном замешательстве, потому что он сам жертва. В новостях сообщают, что 29 студентов были убиты, и полиция решила арестовать единственного выжившего и единственного свидетеля этого происшествия. На самом деле японский менталитет непонятен, считается преступлением выжить после чего-то ужасного. К Ганте приходит адвокат и забирает его. Ганта утверждает, что настоящий преступник– тот мужчина в красном, но ему никто не верит. Он пытается показать свою рану, но ее больше нет. Адвокат думает, что Ганта все еще в шоке и обещает сделать все возможное, чтобы помочь ему. Однако в суде Ганту приговаривают к смертной казни. Его уводят в шоке. Когда он понимает, что происходит, он заявляет, что невиновен. Родители жертв выбегают, чтобы избить его, обвиняя во лжи. Отец Мими бьет его, и у Ганты выпадает телефон, на котором видно видео. На нем Ганта самодовольно говорит, что, будучи несовершеннолетним, он не беспокоится о юридических последствиях и что он спрятал оружие, планируя показать его только после освобождения. Это явная подстава, но ему никто не верит. Адвокат тоже говорит ему, что шансов на апелляцию нет, и уходит. Ганта совершенно беспомощен. Тем временем в тюремном парке развлечений девушка, одетая во все белое, поет и вдруг чувствует Ганту. Ганту ведут в страну чудес для мертвых. Много лет назад в Токио произошло сильное землетрясение, которое нанесло значительный ущерб. Эта тюрьма была построена для привлечения туристов и восстановления Токио. Это также единственная частная тюрьма в Токио. Как только Ганта входит, надзирательница по имени Макина представляется. Видя, что Ганта ведет себя покорно, она предполагает, что он пытается раскаяться. Она объясняет, что это место – бизнес со своими правилами, они зарабатывают на выступлениях заключенных. На ошейнике Ганты есть все инструменты для контроля над заключенными, от электрошока до отслеживания местоположения. Молодой человек, толкающий тележку, натыкается на Ганту и помогает ему собрать вещи, но Макина приказывает ему вернуть вещь, которую он только что украл. Он притворяется невиновным, но Макина быстро наносит ему удар ножом. Срочно требуется медицинская помощь, в то время как Макина наступает заключенному на голову, холодно заявляя, что реальность, как и эта тюрьма, неизбежна. В этот момент адвокат навещает Макину и настаивает, чтобы она казнила Ганту как можно скорее. Она не понимает, почему он так торопится, ведь Ганте все равно суждено умереть. Он отвечает, что просто ненавидит ждать. Когда Ганта работает, он вспоминает о своих друзьях, и под тяжестью своей реальности он хочет только одного – умереть. Затем бледная девочка спрыгивает вниз и говорит, что если он захочет умереть, она заберет его жизнь. Ганта уворачивается от нее, что вызывает у нее любопытство и убеждает в том, что он лжет о своем желании умереть. Он замечает ее сходство с Мими и спрашивает, кто она такая. Она считает, что они с Гантой друзья, что приводит его в замешательство, поскольку он понятия не имеет, откуда она знает его имя. Он начинает задаваться вопросом, действительно ли он убил своих друзей, но он уверен, что никогда бы так не поступил. Внезапно появляются несколько заключенных, которые узнают Ганту и начинают создавать проблемы. Девочка пытается защитить его, но получает удар лопатой по голове. Ганта пытается защитить ее, но группа избивает его. Адвокат, осведомленный о таинственной фигуре, с которой столкнулась Ганта, замечает, что Ганте повезло, что она выжила, и не повезло, что она встретила такого человека. В этот момент Ганта начинает чувствовать боль в груди.
Внезапно над ним взрывается бомба, в результате чего массивная сфера падает прямо на него. Решив защитить девушку, он понимает, что должен выжить, чтобы найти и отомстить человеку в красном. Боль в груди внезапно высвобождает его силу, и он разбивает сферу великана, когда тот падает. Тем временем заключенный, приговоренный к смертной казни, берет заложника, и Макина вмешивается. Заключенный требует определенную конфету, но Макина, зная, что у него осталось всего несколько секунд, игнорирует его требования. Внезапно у него из носа идет кровь, и он падает. Ошейник расстегивается, и становится ясно, что каждому заключенному здесь дают эту конфету в качестве лекарства. Ганта, понимая, что выжил, слышит, как девушка что-то бормочет во сне, и узнает, что ее зовут Шира. Она очень рада видеть Ганту, и он решает считать ее другом. В тот вечер Макина вспоминает о происшествии с Гантой. Бомбу подложил адвокат, но тот факт, что Ганта выжил, его удивляет, хотя из-за этого погибли еще 3 заключенных. Макина задается вопросом, что делает Ганту особенным. Позже Ганта идет в медпункт на осмотр, и медсестра спрашивает, съел ли он свою конфету, но он понятия не имеет, о чем она говорит. Парень, который столкнулся с Гантой, признается, что случайно взял конфету Ганты, и Макина наказал его. Он говорит Ганте, что это место безжалостное и отсюда не сбежать. Чтобы выжить, нужно подчиняться всем правилам, какими бы абсурдными они ни были. В этот момент появляется Шира и приглашает Ганту поиграть. Парень понимает, что она имеет в виду собачьи бега, соревнование, которое проводится в тюрьме для заключенных под видом добровольного участия. Это мероприятие приносит доход как тюрьме, так и заключенным, и награждают их уникальной тюремной валютой. Если Ганта выиграет, он сможет купить себе еду и все, что захочет, или даже скопить денег, чтобы уменьшить срок. Хотя он и не уверен в своих шансах, но соглашается участвовать в гонке, в основном потому, что голоден. Когда Шира ведет его на гонку, они встречают Макину, которая предупреждает его, что нужно внимательно прочитать правила, если он хочет выжить. Затем парень связывается с адвокатом Тамаки и сообщает ему, что Ганта участвует в собачьей гонке. В раздевалке Ганта начинает изучать правила, когда к нему подходит тот же парень и представляется как Йо. Они договариваются стать друзьями, но тут появляется опасный заключенный по имени Кузуджи. Когда люди видят его, они отказываются от участия в гонке, потому что он бывший чемпион по тэквондо и двукратный чемпион по боевым искусствам, который лишился карьеры после того, как избил кого-то за то, что тот не дал ему номер телефона актрисы. Он замечает, что Ганта новичок, и бьет его за то, что тот не поклонился. Затем он бросает ее на землю и наступает ему на руку, предупреждая, что любой, кто откажется от участия, может сорвать гонку. А он этого не допустит, потому что намерен выиграть денежный приз любой ценой. Он утверждает, что в этой тюрьме он закон, второй после охранников. Затем Кузуджи хватает Ганту и требует, чтобы тот улыбнулся. Когда Ганта выдавливает из себя улыбку, он получает еще один удар. Шира приносит Ганте пирожное и наступает Кузуджи на ногу, что приводит его в ярость. Он замахивается, чтобы ударить Шира, но Макина вмешивается и наносит ему легкий удар, чтобы предупредить. Кузуджи, испугавшись, отступает. Йо уводят с места проведения гонки, а Шира отдает Ганте пирожное, но тот все еще в шоке и не ест. Ганта просматривает правила и узнает, что ошейник впрыскивает яд через определенные промежутки времени, а конфета служит противоядием. Без конфеты он умрет через 3 дня, а каждая конфета стоит столько же, сколько приз за победу в одном заезде. Если он не выиграет, чтобы получить следующую конфету, он точно умрет. Адвокат, видя, что Ганта участвует в гонке, решает повысить уровень опасности до максимального и приказывает команде уборщиков приготовиться. Поскольку сегодня в зале присутствуют дети, он хочет, чтобы все выглядело правдоподобно и зрители думали, что это просто постановка. На первом препятствии, вращающемся топоре, многие заключенные погибают. Тех, кто сходит с дистанции, сразу же расстреливают. Зрители все еще думают, что это спецэффекты. Но даже если это реально, им все равно, ведь это заключенные, приговоренные к смертной казни. Второе препятствие – прыжок с тарзанки. Если участник выберет слишком длинную веревку, он упадет прямо на землю. Широ прыгает вместе с Гантой, и ему везет, что веревка оказывается короче, а Широ удается приземлиться самостоятельно. Третье испытание – дождь из стрел.
Попадание означает смерть, а падение в электрическую яму внизу тоже смертельно. Кузуджи использует своих последователей как щиты, чтобы пройти, а Ганта постоянно получает помощь от Шира, несколько раз чудом избегая смерти. Пересекает кислотное болото, наступая на плавающие шары, и снова оказывается в безопасности благодаря Шира. Она объясняет ему, что если он не хочет следовать здешним правилам, то должен следовать своим собственным принципам. С удвоенной решимостью Ганта и Сиро работают вместе, чтобы преодолеть следующие препятствия и, наконец, достичь финальной стадии, где ему предстоит сразиться с Кузудзи. Кузудзи признает, что Ганта оказался более выносливым, чем ожидалось, раз смог пройти так далеко. Правило этого раунда — выжить. Земля будет постоянно падать, и победит тот, кто останется с мячом последним. Ганте удается перехватить мяч, что делает его мишенью для Кузудзи. Когда пол уходит из-под ног, Ганта оказывается изолирован от Кузудзи. Узнав в нем печально известного школьного убийцу, Кузудзи начинает насмехаться над Гантой, который приходит в ярость и бросает мяч ему в лицо, который ловит Сира. Ганта заявляет, что теперь он будет следовать своим собственным правилам, бросая вызов Кузудзи напасть на него, если тот осмелится. Ганта успешно уклоняется, занимая позицию в углу, где Кузудзи не может до него дотянуться. Внезапно Сиро падает, а Кузудзи, увидев перед собой красную полосу, пытается убежать в безопасное место, но терпит неудачу и падает. Сиро удается удержаться и пытается перебросить мяч Ганте как раз перед тем, как падает плитка, за которую она держится. Оказавшись перед выбором между шансом на победу и спасением Сиро, Ганта решает схватить ее за руку, а не за мяч. Если победителя не будет, зрители придут в ярость. В то время как Ганта, зная, что упустил свой шанс заработать конфету антидот, не жалеет о своем выборе. Позже адвокат Тамаки получает выговор от своего адвоката за то, что из-за него погибло так много заключенных, поскольку вчерашние собачьи бега были по сути публичной бойней. Однако он заставляет их замолчать и настаивает на том, чтобы они продолжали финансировать тюрьму, поскольку это место, где они держат красного человека. Тем временем Ганта ест пирожные с Сиро, думая, что сегодня, возможно, он умрет от яда. Некоторым заключенным повезло, что они не присоединились к забегу вчера. Йо подслушивает все разговоры и начинает понимать, что всех вокруг тянет на дно из-за Ганты. Йо думает, что скоро умрет. Ганта пишет прощальное письмо, в котором также излагает свою последнюю волю, адресованное отцу Миме. Внезапно появляется Йо и говорит Ганте, что их посадили в одну камеру. Йо возвращает Ганте его конфеты, что спасает ему жизнь. Йо предупреждает Ганту, что тот должен помнить об этом одолжении, потому что за него пришлось заплатить кровью, и не понимает, почему начальник тюрьмы так интересуется Гантой. Начальник даже дал Йо особые привилегии, чтобы тот присматривал за Гантой. Йо видит, как Ганта пытается проглотить лекарство и выводит его поесть. Тем временем начальник тюрьмы узнает, что красный человек взломал систему безопасности и сбежал. Ганта и Йо едят мороженое, Йо платит за него, и Ганте не нужно беспокоиться о деньгах. Увидев доброту Ганты, Йо начинает сомневаться, действительно ли он тот, кто убил его одноклассников. Ганта ест мороженое и вспоминает старые времена, когда они были втроем, и это были самые счастливые дни в его жизни. Вдруг часы бьют, и Ганта чувствует боль в груди. Красный человек появляется снова, создавая вихрь, способный разрезать все на своем пути. Несколько заключенных страдают от последствий, и когда Йо получает ранение от вихря, Ганта приходит в ярость. Он решает, что не позволит снова забрать своих друзей, встает и высвобождает свою силу, нанося прямой удар по голове красного человека. Но красный человек остается невредим, он просто уходит, ухмыляясь. Ганта, обессиленный, не может собраться с силами, чтобы последовать за ним. Начальник тюрьмы, увидев, на что способен Ганта, был в восторге, что наконец-то нашел то, что искал. Йо тем временем понимает, что происходит что-то странное и ужасное, и начинает сомневаться, стоит ли ему продолжать сотрудничать с начальником тюрьмы. Позже Ганта приходит в себя и находит Шира. Он думает, что это сон, но раненые заключенные убеждают его, что это реальность. Он понимает, что красный человек тоже здесь, и что ему удалось пробудить в себе такую же силу. Это доказывает, что спасение Шира не было иллюзией. Ганта слышит, как другие заключенные говорят, что красный человек появился несколько лет назад,
и сейчас находится в одиночной камере в блоке G. Ганта догадывается, что именно в блоке G он найдет того, кто убил его друзей. Макина, ничего не зная о произошедшем, слышит от начальника тюрьмы, что террористы устроили хаос. Она подозревает, что у него есть скрытые мотивы, но думает, что это связано с Гантой, который, по ее мнению, обладает мощным оружием. Она приказывает схватить Ганту и доставить его живым. Она также вводит режим одиночного заключения по всей тюрьме и достает опасное оружие, которое в последний раз использовалось 4 года назад для усмирения опасного преступника, унесшего жизни 24 человек. Теперь оно будет использовано снова. Она приказывает всем заключенным вернуться в камеры и вызывает Ганту. Если он откажется, они применят силу. Начальник тюрьмы звонит Йо и просит присмотреть за Гантой. Йо отказывается, не желая нянчиться с монстром, но соглашается, когда начальник тюрьмы предлагает ему более высокую награду. Когда Ганта слышит, что его вызывают, он пытается сбежать, но двери закрываются. Ты нашел его, и Ганта рассказал, что хочет попасть в блок Г, чтобы встретиться с красным человеком, который убил его друзей. Йо был шокирован, узнав об этом, особенно о том, что блок Г не существует, ведь есть только блоки от А до F, но Шира знает, как попасть в блок Г. Но сначала она отказывается помогать из вредности. В этот момент их находит робот-охранник и принимает Ганту за цель. Отчаявшись, Ганта умоляет Шира помочь ему, и она неохотно открывает вентиляционное отверстие, чтобы они могли сбежать. Как только робот приготовился стрелять, группа нырнула в вентиляцию, но их отбросило вниз. Робот не сдавался и продолжал преследовать их. Шира нашла путь, но робот бросился прямо на Ганту. К счастью, навыки карманника Йо пригодились, и он смог временно вывести робота из строя, позволив им добраться до блока Г по указаниям Шира. Но робот вскоре вернулся, и они быстро спрятались. Макина тем временем была удивлена, узнав, что в тюрьме есть место, которое она не контролирует. Ганта, чувствуя, что он снова втянул своих друзей в неприятности, сетует, что он снова подвергает их опасности. В этот момент Шира нападает на робота, пинает его и сердито обвиняет Ганту в том, что он не считает ее своим другом. Робот быстро приходит в себя, и Ганта, желая спасти единственного друга, которого у него еще остался, пытается призвать свою силу, но ничего не происходит. Внезапно появляется мужчина и использует способность, похожую на ту, что есть у Ганты, чтобы разрезать робота пополам. Этот мужчина тот самый заключенный, которого когда-то усмирил этот робот, и теперь он хочет отомстить. Гант понимает, что это красный человек, и бросается на него. Он требует драки. Красный человек порезал себе руку, пустил кровь и использовал ее как оружие, чтобы напасть на Ганту. Раненый Ганта понимает, что красный человек превратил свою кровь в оружие. Тем временем начальник тюрьмы узнает о бунте в блоке G. Красный человек насмехается над Гантой, говоря, что их настоящая битва состоится завтра. Но сейчас он просто хочет размяться. Ганта хватает железный прут и бросается в атаку, но красный человек легко уклоняется, и Ганта неловко спотыкается. Обернувшись, красный человек разрезает железный прут на куски, называя Ганту жалким и скучным, и уходит, не проявляя интереса. Ганта понимает, что для активации его силы нужна кровь. Он примерно понял, как ей пользоваться, и бросил в красного человека пулю из крови, но тот успел ее заблокировать, и его клинок сломался. Он заблокировал пулю своим телом и смог полностью остановить ее. Он начал по-другому воспринимать Ганту. Он ничего не знал о парне в красной рубашке, о котором говорил Ганта, и о том, как он смеялся, и Ганта понял, что это точно не тот человек. Ганте было любопытно, что это за сила, и мужчина сказал, что его зовут Сенджи. Ему не нужно было знать, кто такой Ганта, но было ясно, что Ганта все еще может использовать эту силу. Он сказал Ганте, что не стоит думать, что только у него и парня в красной рубашке есть такая способность. Это место создано для того, чтобы заключать таких людей, как он, в тюрьму. Так что Ганта должен это понимать. Но теперь Сенджи хотел продолжить бой. Однако Шира внезапно набросилась на него и ударила ногой в голову. Он понял, что Шира девушка, и покраснел, смутившись. Затем он попросил ее надеть другую рубашку, потому что ее облегающий наряд смущал его. Внезапно солдаты выстрелили в Ганту и Сенджи дротиками с транквилизатором. Когда Шира увидела, что Ганта ранен, она выбежала и ударила солдат.
Затем их схватили и отвели к начальнику тюрьмы. Начальник тюрьмы потребовал, чтобы солдаты отпустили ее, но те не понимали, почему у Шира нет номера. Они думали, что она сбежавшая заключенная. Тем временем Макина отправила людей на поиски места, где сражались робот и Ганта. Но там не осталось никаких следов. Робот тоже исчез. Поэтому она сразу поняла, что хитрый начальник тюрьмы что-то сделал. Затем она пошла искать директора тюрьмы. Ее и Шира увели, и ее спросил, почему это место было скрыто. Солдаты объяснили, что каждый заключенный здесь обладает способностью управлять кровью и очень опасен. Они даже не знали, что это за сила. Затем они отпустили их обоих, но Шира сказали, что если она хочет увидеть Ганту, то должна найти его сама. Они также забрали деньги ее в качестве компенсации за ущерб. Ганта очнулся на экспериментальном столе. Появился начальник тюрьмы, который был еще и его адвокатом. Сэнджи был в лазарете и все еще нервничал из-за девушек. Медсестра хотела, чтобы он отменил матч на следующий день, но внезапно он встал и пригрозил ей, сказав, что никто не может отменить его матч. Начальник тюрьмы рассказал Ганте правду. Он только притворялся адвокатом и подставил Ганту, чтобы посадить его в тюрьму, потому что был импульсивным. Ганта в гневе выругался, и начальник тюрьмы ударил его. Затем он сделал паузу и сообщил Ганте, что завтра ему предстоит сразиться с Сэнджи. Бои и эксперименты были обычным делом в блоке Г. Победа в матче принесла бы гораздо больше денег, чем собачьи бега, и Ганте также выдали бы больше противоядий. Начальник тюрьмы сказал Ганте, что если он победит, то встретится с тем, кто его преследует, с человеком в красной рубашке. Это был самый опасный человек в тюрьме и первый, кто обладал такой силой. Ганте поклялся убить и человека в красной рубашке, и начальника тюрьмы. Начальник тюрьмы посоветовал ему сосредоточиться на завтрашнем матче. Затем он показал Ганте видео. Много лет назад произошло событие, из-за которого появился особый вид паразитов. Человек, зараженный ими, получал эту силу. Чтобы использовать эту силу в полной мере, в тюрьме был организован подпольный турнир. Увидев кровавые сцены, Ганте закричал. Его заставляли смотреть это снова и снова, пока он не потерял рассудок. Короче говоря, если Ганте выиграет, он получит деньги и конфеты, но если проиграет, то умрет. Начальник тюрьмы сказал ему, что Сэнджи был просто накачанным парнем, но это ничего не меняло в битве способностей. Ганте также должен был знать, что если он умрет, то все равно будет представлять ценность как экспериментальный образец. Тем временем Макина пришла в кабинет директора тюрьмы, но ее остановили двое охранников. Директор был занят и грубо ей пригрозил. Макина не хотела обострять ситуацию и ушла. Ее все еще злился из-за потери денег, а Шира просто хотел помочь Ганте, считая его очень слабым. Затем Ганте привели на арену, где он должен был сразиться с Сэнджи. Все считали, что это нечестный бой между ветераном и новичком. Сэнджи сразу же достал свой нож, и Ганте пришлось укусить себя за палец, чтобы пошла кровь. Он повернулся и побежал, забравшись на ближайшее дерево. Издалека он начал создавать кровавые пули и стрелять в Сэнджи. Он выстрелил 2 раза, но Сэнджи отбил оба выстрела. Ганте ничего не оставалось, кроме как создать большую пулю, но Сэнджи спокойно отбил и ее. У Ганте закружилась голова, потому что он сжимал кровь в пуле, чтобы стрелять, и из-за этого терял кровь. Естественно, это привело к головокружению из-за потери крови. Он начал шататься, а надзиратель продолжал веселиться. Ганте некуда было бежать, потому что Сэнджи срубил дерево, взмахнув ножом. Сэнджи продолжал атаковать Ганту. Медсестра тем временем рассказала, откуда у врага Ганты сила. Это был осколок на груди Ганты. Для исследований им нужно было его вскрыть. Надзирателю было все равно, главное, чтобы Сэнджи победил. Он сказал, что медсестра может делать с Гантой все, что захочет. К этому времени Ганту уже несколько раз ранили. Сэнджи понял, что ранение Ганты в прошлый раз было случайностью, и теперь Ганта ничего не чувствовал, кроме боли. Он вспомнил прошлое, и по совпадению в этих воспоминаниях появилась Шира. Раньше она любила Ганту, хотя он был слабым и часто проигрывал ей. Ее восхищало то, что он всегда вставал на ноги. В этот момент Ганта встал после того, как Сэнджи пощадил его. Он не хотел проигрывать и умирать, поэтому он решил продолжить бой. Сэнджи, увидев, что Ганта превзошел его ожидания, снова заинтересовался.
Ганта выстрелил, чтобы сбить что-то, что висело над ним. Сэндзи сосредоточился на том, чтобы разрезать это, и Ганта смог подойти и выстрелить прямо в старую рану, от чего Сэндзи упал. Тем временем Широ и Йо встретили информатора, который знал, что человек, которого искал Йо, был в блоке города, они решили вернуться туда. Информатор знал, где это, и Йо заплатил ему за информацию. Когда они подошли к охранникам, Йо попросил Широ молчать и придумать план. Ему нужна была ее помощь. Ганта, очнувшись, обнаружил, что у него еще есть конфеты. Он съел их и подумал о Сэндзи. Он понял, что Сэндзи уже не такой страшный, как раньше, и надеялся, что они смогут подружиться. В этот момент на экране показали, как Сэндзи наказывают за проигрыш. Медсестра принесла лотерейный аппарат, и когда Сэндзи сказал «стоп», аппарат показал результат для его правого глаза, что означало, что Сэндзи выбьют правый глаз в качестве наказания. Ганта, увидев это, почувствовал тошноту. Тем временем Широ ворвалась в командный центр, чтобы устроить там хаос. А Йо разбирался с охранниками внизу. Он сообщил в командный центр, что только Широ была нарушительницей порядка, и попросил отключить электричество. Он планировал пожертвовать Широ, чтобы было легче проникнуть в блок Г. Широ, окруженная охранниками, оставалась невозмутимой. Йо был в восторге, но внезапно командный центр взорвался и охранников разбросало повсюду. Ганта не мог забыть ту ужасную сцену, свидетелем которой он стал, а Йо понял, что Широ тоже обладает чудовищной силой, сравнимой с силой обитателей блока Г. Но Широ улыбнулась Йо и потеряла сознание. Надзирателю пришлось пойти посмотреть, что произошло. Двое охранников из кабинета директора пришли, чтобы забрать Широ. Они увидели Йо, но проигнорировали его. Пока охранники грабили Йо, они поняли, что у него при себе могут быть деньги на покупку газировки. Но, к их удивлению, там оказался 1 000 000 иен. Йо решил, что больше не хочет иметь дело с такими ужасными вещами. Тем временем Ганта, беспокоясь за своих друзей, услышал, как какой-то мужчина пытался отобрать цветы у девушки. Он предложил мужчине свою еду, и тот съел и еду, и поднос, но все равно не наелся. Однако им удалось вовремя сбежать. Ганта и девушка спрятались в ее комнате, и она представилась как Мина. Она видела Ганту во время матча и знала, что он был свидетелем пыток. Оба они сочли это место отвратительным. Ганта смутился, когда Мина подошла к нему. Она похвалила его цветы, чтобы сменить тему, и сказала, что он хороший человек. Затем она показала Ганте свою спину, где у нее была рана. Она рассказала, что отец издевался над ней, и во время одного из таких случаев ее способности спонтанно активировались и убили его. Ее отправили в тюрьму, но брат все еще верил, что она невиновна, и пытался найти способ ее спасти. Мина устала сидеть в тюрьме и больше не хотела участвовать в смертельных матчах. Когда она повернулась, чтобы уйти, она чуть не выдала себя, и им обоим пришлось отвернуться. Ганта предложил сбежать вместе, так как у них обоих были способности. Но он знал, что Мина боится своих способностей и не стал бы заставлять ее их использовать. Тем временем Йо вырубил охранников. Ганта и Мина уже собирались бежать, когда внезапно обрушились железные прутья, и Ганта, пытаясь спасти Мину, был ранен в ногу. Их обоих тогда нашли охранники, которые узнали их и решили дать им отдохнуть перед следующим матчем, где они должны были драться друг с другом. Затем начальник тюрьмы приказал директору лагеря прекратить эти бессмысленные драки. Но директор считал, что хотя он и сказал это, он все равно хотел посмотреть на это зрелище. На следующий день официально начался матч между ними. Ганта думал, что им не нужно драться, но Мина внезапно вытащила серьгу, чтобы пустить кровь, и ударила Ганту по ноге, чтобы он не убежал. Она, наконец, раскрыла свою истинную сущность. Она была жестокой и хладнокровной. Поняв, что все это было ложью, Ганта разозлился и начал сопротивляться. Снаружи клетки появился Йох и спросил, что он делает с его сестрой. Йох узнал, что у его сестры есть способности, но он собирался использовать деньги, чтобы выкупить ее свободу. Охранники попытались увести Йоха, но начальник тюрьмы разрешил ему войти в клетку. Мина удивилась, что Йох готов сесть в тюрьму ради нее. Но она все равно не изменилась. Йох думал, что Ганта бабник, но Ганта попытался объяснить, что его обманули. Мина быстро напала на него, сбила с ног, а затем подбежала и заткнула ему рот. Она притворилась невинной перед Йохом. Ганта был в ярости и хотел ударить ее ножом, но Йох встал перед ним.
Увидев глупость Йоха, Мина захотела разобраться и с ним. Тогда Йох рассказал, что знал о способностях своей сестры с того дня, когда увидел, как их отец пытался изнасиловать ее. Йох ворвался в комнату с ножом. Думая, что потерял контроль, он на самом деле убил их отца. Йо сказал сестре больше не врать, и что бы ни случилось, он защитит ее. Но Мина больше не испытывала привязанности к брату. Она начала мучить Йо, заставляя Ганту сопротивляться. Но Йо она использовала как щит. Ганта пытался объяснить, что Йо ее брат, но Мина всегда презирала свою семью. Она знала, что Йо такой, и верила, что когда Йо ударил Ганту, он забрал у него что-то ценное. Ганта признал, что это правда, но ему было все равно. Затем Мина швырнула Ганту в угол. Ганта был вынужден ответить, но он знал, что она снова использует ее как щит. Пока она мучила их обоих, Мина объяснила, что ненавидит свою биологическую мать, потому что когда случилась трагедия, мать бросила ее, чтобы спасти только цветочный горшок. Воспользовавшись ее замешательством, Ганта выстрелил, чтобы освободить ее, но Мина все еще держала его на привязи. Несмотря на это, Ганта подошел к ней, думая, что она глупая, и ударил ее головой. Зрители были расстроены, говоря, что атаки Ганты были слабыми и не кровавыми, но он показал им средний палец и сказал, что победит так, как захочет, и приказал надзирателю освободить его. Сэнджи, наблюдавший со стороны, находил Ганту все более интересным, чем дольше смотрел на него. Директор лагеря, все еще восхищаясь Гантой, позвал Широ, чтобы она очнулась и помогла воплотить его мечту в реальность. Он сказал Широ, чтобы она что-нибудь съела, но теперь она вела себя совсем по-другому, не как та невинная Широ, что была раньше. Директор начал использовать свои силы, чтобы сразиться с Широ. Один напал на другого, а тот увернулся. В конце концов Ганта встретил ее и извинился за то, что случилось с его сестрой. Внезапно все вокруг затряслось. Кровать Мины врезалась в стеклянный шкаф, и он разбился. Мина, очнувшись, вспомнила, как мать бросила ее. Тогда Йо спас ее, и сейчас он снова защищал ее. Йо, хоть и был ранен, спасая сестру, не злился на нее, но Мина считала его лжецом. Йо, несмотря на боль, сказал, что не сердится на нее, и начал вытаскивать осколки стекла из рук. Он заметил, что она все еще любит цветы, и решил увести ее отсюда. Если их будут допрашивать, он возьмет вину на себя. Мина попросила его не думать об этом, ведь это не изменит того, что она убила их отца. Тем временем Ганта вдруг вспомнил Широ. Образ Широ все чаще появлялся у него в голове. Тем временем Широ победил директора. И он знал, что Широ никогда не станет прежней. Потому что она была в красной одежде, потому что ее бросили. Солдаты убирали последствия недавней ударной волны. Ганта случайно столкнулся с Сэнджи и извинился за то, что ударил его. Но Сэнджи решил, что это обычное дело, и не стал его наказывать. Он сказал Ганте, что в его стиле боя слишком много слабых мест, которые можно использовать, потому что он в основном повторяет одни и те же движения. Они сели и поговорили о детских фильмах. Внезапно ее выгнали из комнаты, потому что его сестра была не настолько ранена, чтобы не переодеваться самостоятельно. Когда в комнату вошел Ганта, в него полетела ваза, но он вовремя увернулся, и удар пришелся на Сэнджи. Из-за этого инцидента Сэнджи вспомнил, что удар Ганты был довольно сильным. Позже Ганта спросил, где Широ, и Йо сказал, что они разделились, когда вошли в комнату. Ганта вспомнил, что раньше знал Широ, когда его мать работала в исследовательском институте, где работал Широ. Он часто приходил к ней поиграть, но однажды, когда Широ сделали укол, он разозлился. Ганте стало грустно, и он ушел, но потом увидел, что его мать расстроена, и вдруг на него напала дрессированная собака. Ганта позвал на помощь, и Широ спрыгнул сверху и оттащил собаку. Они помирились и продолжили играть вместе. Йо очень хотел рассказать Ганте, что произошло, но не хотел разрушать образ Широ в его голове. Макина была в ярости, потому что начальник тюрьмы скрывал всю информацию о блоке G и обо всем, что связано с его исследованиями. Она была готова нарушить правила, чтобы все выяснить.
Тем временем начальник тюрьмы получил информацию о камне на теле Ганты, который был похож на тот, что был у красного мундира, но сейчас он не мог изучать красного мундира, потому что этот человек был игрушкой для директора. Он хотел дождаться смерти директора. Тогда все достанется ему. Тем временем Ганта пошел искать ее в комнату Мины, но нашел только ее. Он спросил, наказали ли ее уже, и она рассказала, что потеряла почку. Что касается тебя, он пытался вернуть деньги, которые у него вымогали двое солдат. Ганта сразу же побежал за ними, но его вырубила девушка со способностями. Йох снова встретил надзирателя в сопровождении монаха со способностями. Босс сказал Йоху, что деньги не помогут его сестре, и что он скоро казнит Мину. Йох хотел что-то сделать, но монах выстрелил ему в рот. Ганта, придя в себя, снова встретил девушку, и она объяснила, что просто проверяла его способности, которые все еще были недостаточно развиты. Ее звали Кара. Другой мужчина представился как Наги, лидер подпольного сопротивления. Ганта заметил, что его голос звучал как-то механически. Целью Наги было разрушить клетку, которую создали директор и управляющий фермой. Они верили, что Ганта может им помочь. И Ганта понял, что здесь есть люди с такими же идеалами, как у него. Но он хотел сначала спасти Мину. Наги сказал ему остаться ненадолго. Мину уже наказали, и Наги вынул зуб, чтобы отправить сообщение другой стороне. В этот момент Мина поняла, что изменилась, и обрела надежду благодаря им двоим. Но она хотела посмотреть правде в глаза и рассмеяться, как раньше. Однако на этот раз ее наказанием была всего лишь стрижка. Наги вмешался, потому что волосы не входили в список наказаний в числа дробильной машине. Внезапно монах привел Йоха обратно к группе Ганты, и тот выстрелил из пистолета, чтобы разрушить комнату. Ганта хотел броситься в бой, но монах тут же сбил его с ног. Затем монах достал свой инструмент и превратил его в оружие, чтобы помолиться за душу Ганты. Внезапно сверху спрыгнула Шира и разбила его инструмент. Она продолжала быть супергероем Ганты и пришла его спасти. Йо понял, что почти забыл о настоящем монстре. Увидев Шира, монах решил уйти. Другой боец сопротивления Ракиро вернулся и только что спас Мину. Затем вся группа сопротивления собралась, чтобы поприветствовать нового члена Ганту. Увидев всю группу, Ганта немного обрадовался, потому что все они были веселыми и дружелюбными людьми. Позже Наги приготовила что-то поесть для Шира. Кто-то спросил Шира, почему она находится в блоке Г, если у нее нет способностей, и она ответила, что всегда здесь жила. Тем временем Макина сообщила, что скоро прибудут инспекторы, чтобы осмотреть это место. Она была уверена, что в это время сможет заставить надзирателя признаться во всем, что он скрывает. Солдаты Наги также планировали свой план так, чтобы он совпал с проверкой. Они надеялись, что прибытие инспекторов заставит надзирателя вести себя так, будто ему нечего скрывать. В этот момент они планировали поднять восстание и устроить хаос. Однако их врагами были такие же, как монах, с которым они только что столкнулись, люди, которых нельзя было исправить. Этих людей ждало ужасное наказание, а выжившие становились слугами босса фермы. Ганта подумал, что их способности не действуют на них, поэтому Ракиро просмотрел записи с камер, и оказалось, что Ганта просто промахнулся, а не потому, что его способности не сработали. Рокуро назвал Ганту ненадежным и бесполезным, что задело его гордость, и он заявил, что не собирается официально вступать в их группу, а затем ушел. Тем временем надзиратель был в восторге от того, что директор умер. Теперь все это место будет принадлежать ему. Ганта пошел к Сэнджи и спросил его о подручных босса, известных как Забиратели. Сэнджи разозлился, что Ганта подрался с Забирателями, не предупредив его, но Ганта сказал, что случайно столкнулся с ними и ничего не мог сделать. Сэнджи знал о Наги и рассказал, что Наги был в плохих отношениях с Забирателями. 2 года назад Наги и его жена были вынуждены сражаться друг с другом. Наги сдался и был наказан, ему отрезали голосовые связки, и он не мог говорить. Однако надзирателю не понравилось, что Наги манипулировал результатами, и он наказал жену Наги. Они попытались сбежать, но монах напал на них, убив жену Наги, а сам Наги не мог даже позвать ее по имени. Позже Ганта нашел Наги, играющего с Шира, и извинился за то, что повысил голос.
Наги объяснил, что хотя снаружи сопротивление кажется беззаботным, все они чувствуют, что сидят на пороховой бочке. Он боролся не ради мести, а чтобы свергнуть это место и обрести свободу, потому что где-то там у него был ребенок. Той ночью, засыпая, Ганта все еще думала о своей цели убить Красного, а Шира мечтала пойти на улицу и поесть как можно больше. Но поскольку она всегда ела, она поставила новую цель покататься на колесе обозрения. Ганта пообещал, что отвезет ее туда, когда они сбегут отсюда. Тем временем монах все еще злился на Шира за то, что она сломала его инструмент, хотя уже принесли новый. Выяснилось, что Рокуру был шпионом монаха. Приехала инспекционная группа и собиралась остаться на некоторое время. Гантер вернулся в комнату для совещаний сопротивления, чтобы извиниться, и попросил Шира подождать в ее комнате, потому что не хотел, чтобы она участвовала в этой миссии. Шира была немного разочарована, и Кару успокоила ее, объяснив, что Гантер просто хотел, чтобы она была в безопасности, потому что он заботился о ней. Услышав это, Шира радостно ушла. Наги сказала, что их план состоял не в том, чтобы сбежать, а в том, чтобы рассказать всему миру о жестокости этого места. Они немедленно приступили к выполнению плана. В диспетчерской начали поступать предупреждения. Как только они собрались действовать, Рокуры и Наги пришли, чтобы помешать им. Кто-то поделал сканирование сетчатки глаза, чтобы открыть дверь, но мост бы рухнул, если бы превысил допустимый вес. Поэтому один человек использовал свою кровь, чтобы создать подвесной мост, по которому все могли перейти. Но на середине пути мост начал провисать, и робот-охранник попытался их остановить. Один человек был ранен кислотой робота и погиб. Затем робот направил на мост еще больше кислоты. Кара бросила Гантеру жесткий диск с документами о зверствах, которые здесь происходили, и понадеялась на него. Она держалась за мост, чтобы остальные могли пройти, пока робот приближался. Когда она увидела, что все перешли, она использовала свою кровь, чтобы создать щит, и повернулась, чтобы сразиться с роботом. Она покрыла свои руки броней и ударила робота по голове, отчего он взорвался. В конце концов, она упала вместе с мостом. Группе Ганты удалось пройти, но они могли только надеяться, что с Карой все в порядке. Теперь они не могли двигаться дальше, потому что им нужен был работающий лифт. Это означало, что Наги и Рокуру успешно захватили диспетчерскую. Тем временем Наги встретил маленькую девочку и подумал, что она потерялась, поэтому он попросил Рокуро включить лифт. Но Рокуро рассмеялся и показал свое настоящее лицо. Девочка представилась командиром третьего отряда и вытащила огромный меч. У Наги не было выбора, кроме как сражаться. Когда он использовал свою силу, девочка ударила его мечом. Она сказала, что этот меч может нейтрализовать их способности. Действительно, предупреждение Ганты было верным, и Рокуро отредактировал запись, чтобы они расслабились. Теперь Наги знал, что ему нужно делать, чтобы план сработал. Ему удалось снова использовать свою силу, но стоило ему коснуться меча, как он тут же испарялся. Он знал, что ему нужно добраться до рычага, но сумасшедшая девочка не собиралась так просто его отпускать. Кровь Наги залила всю комнату, когда девочка решила наказать его древним китайским способом потрошения. Она продолжала наносить Наги удары, причиняя ему все новые и новые раны. Она несколько раз назвала себя леди, но Наги сказал ей, что она всего лишь ребенок, потому что настоящая леди никогда бы не сделала такую глупость. Девочка начала сходить с ума и вспомнила, что делала из-за своей матери. Она считала, что люди, которые поступают неправильно, должны быть наказаны болью. Затем она отрубила Наги руку, но он отбросил ее и брызнул кровью ей в лицо, а затем быстро бросился к Рокуру, чтобы вырубить его и включить рычаг. Группе Ганты удалось уйти, но Наги потерял сознание. Когда все поднялись наверх, их окружила группа монахов, и их силы были бесполезны против них. Ракира понял, что Наги действительно сделал что-то невероятное, когда победил сумасшедшую девушку и активировал лифт. Но шансы на то, что жесткий диск удастся забрать, были почти равны нулю. Однако Наги все еще верил в этот маленький шанс. Рокуро сказал, что лидер лагеря не следовал его тщательно продуманному плану и продолжал делать яркие вещи, так что, возможно, надежда Наги оправдается. Вся группа Ганты чуть не погибла. И он был их последней надеждой. Он был полон решимости забрать жесткий диск. В этот момент Наги вынул изо рта чип, чтобы позвать на помощь, если кто-нибудь зайдет в комнату, где они встретились, и, к счастью, Шира вернулась и зашла в комнату.
В этот момент Ганта столкнулся лицом к лицу с монахом. Монах не собирался убивать Ганту, потому что даже если бы тот сопротивлялся, это бы ему не навредило. Монаха куда-то вызвали, так что он бы встретился с Гантой позже. В этот момент с Гантой были еще трое, и они попытались сбежать, но внезапно к ним подбежала Шира. Она спросила, где жесткий диск, внезапно схватила его и бросила в комнату, которая вот-вот должна была взорваться. Она считала, что жесткий диск очень опасен, но Ганта знал это и подумал, что она только что лишила его надежды и всех остальных. Она сказала, что должна защитить его, потому что он такой слабый, но он ударил Широ и сказал, что больше не хочет ее видеть. Команда сопротивления вернулась в зал заседаний, и, к счастью, Кара была еще жива и вернулась. Когда она услышала эту историю, то не стала их винить. Она хотела попробовать еще раз. Пока хоть один человек может выбраться и показать инспекторам свою силу и рассказать им правду, это уже успех. Кара знала, что Наги все еще жив, потому что монах не позволил бы ему так просто умереть. Они будут продолжать попытки. Пока есть надежда, нужно что-то делать. Наги действительно был жив, и монах пощадил группу сопротивления, потому что хотел, чтобы Наги присоединился к похитителям. Тем временем Макина и ее подчиненные копировали данные из кабинета начальника, когда туда вошли он и лейтенант. Лейтенант, похоже, знал о планах начальника лагеря и финансировал его. Тем временем Кара хотела привлечь в сопротивление больше людей. Любой, кто хотел сбежать, мог это сделать. Было предложено несколько имен, но ни одно из них не подходило. Ганта хотел помочь, но Кара считала, что им нужны опытные люди, а он не подходил. Он немного обиделся, думая, что Кара злится на него. Внезапно появился Рокура и спросил, кто разрушил его план. Никто еще не знал, что Рокуро был предателем, поэтому он прямо сказал об этом, сказав, что жесткий диск на самом деле был бомбой, и что к этому моменту они все должны были погибнуть из-за этого, но кто-то разрушил его план. Гантер понял, что Широ действительно спас его. Рокуро получил новое задание. А Наги все еще заставляли присоединиться к похитителям. Монах, зная, как сильно Наги дорожит своими друзьями, угрожал убить каждого из них, пока Наги не согласится присоединиться. Первым, кого выбрал Ракиро, был Ганта. Тем временем Широ все еще злилась на Ганту за то, что он накричал на нее после того, как она ему помогла. Она вернулась в кабинет директора, чтобы съесть печенье, и, плача, вспоминала его. Ганта также узнал, что видео, которое изначально очерняло его, было отредактировано Ракиро. Ракиро отправил Ганту сражаться с двумя убийцами. Один был диким зверем, которого бросили в лесу и вырастили медведи, а другой был убийцей, который сдирал кожу с женщин, чтобы создавать свои произведения искусства. Но как только они собирались прикончить Ганту, появился его старший товарищ, Сэнджи, и спас его. Сэнджи спросил, кто здесь самый сильный, но, к сожалению, те двое, которых он только что победил, были именно такими. Однако оружие этой группы все равно могло нейтрализовать клинок Сэнджи. Ракиро был доволен собой, но Сэнджи усилил хватку и выпустил клинок на сверхзвуковой скорости, так что его невозможно было заблокировать. Рокуро, который только что смеялся, покрылся испариной. Ганта понял, что Сэнджи намного сильнее его во всех отношениях. Тем временем Широ встретила человека, который предупредил ее, что нужно спасти Ганту. Несмотря на то, что ей ввели много лекарств, Наги все равно отказалась присоединиться к похитителям. Монах хотел, чтобы Наги вспомнила, что произошло 2 года назад, когда Наги обезумел после смерти жены и пришел сюда, жестоко убив 22 подчиненных монаха. Монах спрятался в шкафу от страха и теперь хотел, чтобы Наги снова впал в такое же безумие, чтобы по-настоящему присоединиться к похитителям. Члены сопротивления умоляли Сэнджи присоединиться к ним, но он отказался просто потому, что не любил внешний мир. Он считал, что и внешний мир, и это место одинаково безумны, но здесь он мог быть самим собой, здесь сильные имели право на все. Вот чего он хотел. Когда Сэнджи ушел, Ганта побежал за ним и понял, что он действительно жалкий человек. Он знал, что его слабость разрушила все, и он заслужил наказание за то, что не понял Широ. Он сразу же пошел в тренировочный зал Сэнджи и попросил научить его драться. Ганта устал быть слабым и хотел научиться сражаться, чтобы спасти Наги, чтобы Широ не волновался за него, и самое главное, чтобы отомстить человеку в красном. Он хотел уничтожить свое эго.
Тем временем Шира не понимала, почему ей так больно, почему Ганта ее ненавидит, почему печенье больше не кажется вкусным и почему, сколько бы она ни ела, она не чувствует сытости. Человек, который был с ней, сказал ей больше не думать о Ганте и этих слабых людях, но она не поняла и решила, что должна пойти и высказать Ганта все, что о нем думает. В это время Кара и остальные решили выполнить задание самостоятельно, не беря с собой Ганта. Они подумали, что он уже достаточно настрадался, и это было лучшим решением. Теперь они будут действовать самостоятельно и приспосабливаться по мере необходимости. Року рассчитал, что их шансы на побег теперь зависят от того, будут ли берущие их останавливать. Но Кару это не пугало. Она собиралась проникнуть в ряды берущих в одиночку, чтобы остановить их. Она знала, что у Наги нет ребенка. Его разум подсознательно создал его, чтобы дать ему силы продолжать жить. Ганте, который все еще сражался с Сенджи, сказал, что ему нужно научиться контролировать свою кровь как часть своего тела. Когда Ганте спросил, как это сделать, Сенджи забрал у него все конфеты и раздавил их прямо у него на глазах, оставив только одну. Он хотел, чтобы Ганте вышел за пределы своих возможностей, чтобы получить эту последнюю конфету. Если бы он этого не сделал, то должен был бы готовиться к смерти, потому что Сенджи отражал бы его удары на максимальной скорости. Если бы Ганте не смог выстрелить сгустком крови быстрее Сенджи, он бы погиб. Внезапно к Ганте подошел человек, который был с Широ, чтобы поздороваться с ним и заодно найти Широ. Сенджи узнал этого человека и спросил, где он пропадал все это время. Он сказал, что из самого сильного превратился в самого слабого, поэтому хотел попросить немного крови. Сенджи был занят и не дал ему ничего, поэтому он представился Ганте. Его звали Тота, и представившись, он собрался уходить. В этот момент надзиратель позвал монаха и приказал ему разобраться с крысами. Тем временем монах уже завладел разумом Наги, а надзиратель ничего не заметил. Кара пришла к месту, где был Такер, и случайно наткнулась на Широ, которая была сильно пьяна. Каре пришлось присматривать за ней. Однако монах узнал ее голос и выдал ее прямо там. Тем временем у Ганте ничего не получалось, но Сенджи сдался и сказал ему отдохнуть, прежде чем приступить к плану с сопротивлением. Он не мог позволить себе потерять еще больше крови и потерять сознание. Он упал, но все же попытался сделать еще один выстрел, и по случайному совпадению последний выстрел ускорился, когда приблизился к цели. Внезапно монах объявил, что поймал Широ и Кару, и что он позволит своим людям поиграть с ними, прежде чем расправиться с ними. Кара сказала, чтобы они продолжали выполнять свой план и не слушали его. Ганта больше не мог этого выносить и убежал, а Сенджи надеялся, что сможет справиться с ними с помощью новых навыков, которые он освоил. Несмотря на то, что Каре было тяжело одной, все должны были сосредоточиться на миссии. Пока Ганта бежал, он думал, что потерял доверие всех, поэтому его и отстранили от этой миссии. Его схватили и скрутили солдаты, но Мина пришла ему на помощь. Она просто отплатила ему за то, что он сделал с ней раньше, и не собиралась следовать за ним, потому что у нее был брат, о котором нужно было заботиться. Затем она ушла. Ганта подоспел как раз вовремя, чтобы спасти Широ и Кару, но это было только его мнение. На самом деле он умел только стрелять ускоренными пулями и сражаться с несколькими солдатами. К тому же он был сильно ослаблен от потери крови. Широ бросился к Ганте, но та сумасшедшая девчонка отбросила его к стене. Монах начал играть на арфе, и из комнаты позади него появился Наги. Кара хотела подбежать к нему, но он сказал ей не подходить. Наги все вспомнил. У него не было ребенка. Единственный ребенок, который у него был, умер в утробе матери. Он вернулся в то безумное состояние, в котором был 2 года назад, и хотел, чтобы весь мир почувствовал его боль. Затем он создал кровавые шары и взорвал их. Наги продолжал убивать солдат-похитителей. Сумасшедшие дети начали бояться Наги, но монаху было все равно, потому что он этого и добивался. Затем Наги напал на Широ, заставив Ганту прыгнуть и принять удар на себя. Он хотел искупить свою вину перед Широ, хотя она кричала, чтобы он этого не делал. Говорила, что ей не больно, что бы ни случилось. Но он не слушал и защищал Широ любой ценой. Он пытался достучаться до Наги, веря, что в нем еще осталась надежда, но Наги видел только тьму. Ганта признался, что он всего лишь ребенок и не понимает чувств Наги. Но он понимал, что Наги потерял, и это было для него настоящей трагедией. Но именно Наги показал ему, что где бы ты ни был, всегда есть свет.
Затем Наги услышал звон колокольчика Кары и снова стал человеком. Он вспомнил друзей, которые помогли ему. Ганта внезапно упал и забился в конвульсиях, понимая, что у него мало времени, потому что он не съел конфету с противоядием. Кара разбудила Наги и помогла ему понять, что у него все еще есть друзья. Но когда они обернулись, Кара была ранена монахом. В ярости Ганта зарядил пулю помощнее и прицелился в монаха. Эта пуля была намного сильнее и пробила его кольцо. Он хотел выстрелить еще раз, но когда дым рассеялся, монах был все еще жив, только слегка ранен. Кара использовала кровь, чтобы создать броню и остановить кровотечение, но монах специально целился не в сердце, потому что хотел, чтобы Наги убил Кару. Но Наги вернулся к своему прошлому и понял, что здесь есть люди, которые могут его спасти. Монах был разочарован, что Наги потерял демона внутри себя и выстрелил ему в грудь. Затем он безжалостно застрелил всех своих солдат, хотя Ганта умолял его остановиться. Краткая биография этого человека. Он с детства жил в монастыре, у него была кошка. Но трое монахов постоянно издевались над ним и били его, а настоятель ничего не знал об этом. Однажды он попросил совета у настоятеля, и это постепенно привело его к искаженной идеологии, что смерть может быть спасением для тех, кто сбился с пути. В день катастрофы монастырь был разрушен, и его любимая кошка тоже погибла. Когда настоятель нашел его, он убил 3 монахов, которые издевались над ним все эти годы. Теперь для него мир был прекрасен. Это был его способ спасти мир. Тем временем Ганта медленно умирал от яда. Когда сумасшедшая девушка убегала, она случайно столкнулась с Тото, который убил ее тем же клинком, что и Сенджи. В этот момент монах решил, что будет спасать всех, пока кто-нибудь не придет спасти его. Ганта устал от этого бесконечного цикла смертей и решил, что должен что-то с этим сделать. Ноги Широ внезапно исцелились, и она встала, чтобы защитить Ганту, но Ганта шагнул вперед, заслонив ее собой. Ганта и Широ создали таинственные символы, и сила Ганты резко возросла, позволив ему выстрелить огромной пулей. Наги удержал монаха на месте, чтобы тот не смог увернуться, и монах понял, что Наги может его спасти. Наги выстрелил мощной пулей, которая отбросила монаха к стене, где его придавило обломками. Ганта подбежал к Наги, и тот отдал ему конфету, сказав, что она ему больше не нужна. Ганта взял конфету и услышал последние слова Наги перед его смертью. Затем Ганта подошел к Широ, которая снова увидела карусель и сдержала обещание, что пойдет с ним, когда они сбегут. Ганта также извинился перед ней за свои прошлые поступки. Он съел конфету, и она действительно была очень горькой, не только из-за лекарства, но и из-за того, что ему пришлось пожертвовать, чтобы ее получить. На следующий день надзиратель был очень расстроен тем, что монах оказался бесполезным. Макина спросила, не расстроился ли он из-за того, что кто-то сбежал, но он попытался скрыть это от нее, настаивая, что никто не мог сбежать из-под его контроля. Она также спросила, почему ее и Ганта не было 11 дней, и они вернулись с ранениями. Она собиралась допросить их обоих. А надзирателю, теперь уже новому директору, оставалось только ждать. В последующие дни Ганта поднимался на крышу, чтобы поиграть с Широ. Она пела песню, которую его мама сочинила давным-давно. Он попросил ее перестать петь,